Итак, первое. Франкфуртер Allgemeine газета сообщает, что, точнее, Франкфуртер Allgemeine Zeitung, если быть уж совсем точным, сообщает, что Каю Каллас утвердили на, неофициально, конечно, согласовали на должность главы дипломатии Евросоюза. А значит, все прошлые заявления покажутся просто зайчиковыми в отношении Российской Федерации. Второе, это то, что Урсулу фон дер Ляйен согласовали на второй срок во главе Еврокомиссии. Незадолго до решающего саммита ЕС, саммит, напомню, завтра главы государств и правительств крупнейших европейских партийных семей согласились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на пост президента Еврокомиссии. Об этом сообщает Handelsblatt. Там, конечно, есть нюансы, потому что Урсулу фон дер Ляйен еще должны утвердить. Основой для соглашения, которое еще должно быть формализовано на саммите в четверг и пятницу, то есть завтра и послезавтра, являются результаты европейских выборов. Главными переговорщиками Еврокомиссии были Дональд Туск и премьер-министр Греции, тогда как переговорщиками социал-демократов были Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес. Вот, значит, вот такая вот коалиция собралась и утвердила все-таки Урсула фон дер Ляйен. Но еще будет голосование в Европарламенте. И тут придется заручиться поддержкой депутатов, потому что есть много критиков Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте. Итак, представьте себе, значит, да, третий человек, мы еще не дошли до третьего. Третий наш герой – это Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, сейчас он исполняет обязанности премьер-министра Нидерландов, который только что, буквально час назад, был утвержден официально на должность генерального секретаря НАТО. Послы всех 32 стран Альянса НАТО поддержали кандидатуру голландца на встречу в Брюсселе. Теперь будет некая официальная процедура утверждения, которая будет во время саммита в июле в Вашингтоне, но вопрос решен. И вот теперь представьте себе эту троечку. Значит, 2 года назад, 2,5, когда началась война, кстати, да, было уже 2 года и 4 месяца, как война началась, полномасштабная, я сейчас имею в виду, у нас был робкий пингвин Столтенберг, у нас был, мягко говоря, мягкий и даже сверхмягкий Боррель, и у нас была, правда, железная Урсула. Железная Урсула была одна за всех и все за одну. Она ездила в Киев вместе с Джонсоном, не вместе, а одновременно. Она была единственная, кто так взял и поднял Европу на борьбу за Украину. А теперь будет Урсула, Кая Каллас, вы почитаете, что она вообще говорит про Россию, и Марк Рютте, человек, который первым дал нам самолеты, который первым дал нам многие виды вооружений, который выделил миллиарды долларов из казны Голландии на нас, представитель страны, в которой большинство населения считает, что нужно отправить голландские войска воевать в Украину, представитель страны, которая ненавидит Россию уже 10 лет за сбитый Боинг над Донбассом, который сбили россияне, убив множество мирных голландцев. И вот эта дер Гроссе тройки теперь и возглавит борьбу против Российской Федерации. Вы будете рассказывать, что эти люди готовятся к миру, вы будете рассказывать, что эти люди сейчас будут склонять Украину к переговорам и склонять Украину подарить россиянам территории. Это дер Гроссе тройки. Похоже, что фронт обозначился. И теперь уже, в общем, Трамп становится гораздо менее страшен в этом смысле. Давай, Трампу придется противостоять Марку Рютте, Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас. Если вдруг Трамп, что тоже не факт, решит почему-то давить на Украину по поводу «подарите, пожалуйста, россиянам Херсон». Вот так начинаем мы сегодняшний выпуск от 26 июня. Шительман за сегодня. На самом деле, конечно, главная новость это то, что сегодня ночью освободились из плена 90 наших бойцов Нацгвардии, ВСУ, военно-морских сил территориальной обороны. 90 наших военных вернулись домой из плена, из адского пекла, из плена россиян. Спасибо им за то, что они воюют, спасибо за то, что они вернулись. И радуемся сегодня за семьи тех, кто вернулся. Меня тут упрекают. Михаил, невозможно больше, противно слушать, как вы умоляете, выпрашиваете подписки. Дорогие друзья, вот как сказал вчера, помните, замгоссекретаря США россиянам, он сказал, что, говорит, что вы там переживаете, что у вас там кого-то убили в Крыму? Выведите войска, и страдания россиян закончатся. Так и здесь, у меня же тоже все просто. Как только будет 1 миллион подписчиков на канале Штельман, я же обещал закончить ваши страдания в этом смысле. После 1 миллиона я не буду просить подписок.
И я настаиваю на этом. Мне больше 1 миллиона вообще точно не надо на канале. Когда у меня будет миллион, я убежусь, что я прям крутейший, главнейший политтехнолог и кто угодно, и комментатор. А мне сейчас всего 450 тысяч. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал Штельман и поставьте лайк этому видео. Ну, а я сегодня ночью на горе себе опять оскоромился. Смотрел уже 3-е интервью человека на букву А за одну и ту же неделю. Колбасит, конечно, не по-детски. Не меня. Интервью, короче, господин А дал Дмитрию Быкову. Длиннющая, про все. Я вам начну с одной цитатки. Просто длинная, большая цитата. Я ее прям специально выписал. Ну, потому что День любви закончился вчера. От любви до ненависти, сами знаете. 1 шаг. Я тут прекрасно живу на Западе, говорит господин А. У меня все хорошо. И даже лучше с каждым днем. У меня расширяется круг учеников, знакомых. Значимость нарастает вокруг происходящего семимильными шагами. Но я оставляю 1 шанс. Если вам там, это как бы в Украине, вам, это нам в смысле, если вам там совсем станет плохо, а вам в ближайшее время станет плохо, с Зеленским или без Зеленского, если позовете на приличных условиях на должность, где у меня будут реальные полномочия, чтобы подтянуть вам штаны, не дать запутаться и упасть, возможно, рассмотрю. Посмотрю, что, когда и на каких условиях. А так я прекрасно обойдусь без вас. Стройте там великую Украину без Арестовича, как вы всегда мечтали. Я буду с Маском общаться, а вы там будете строить великую Украину. В общем, ну что, надо радоваться. Вот понимаете, все-таки продолжаем День любви. Надо радоваться за человека, что он выехал на Запад, ему там хорошо все. Ему там нравится все лучше и лучше. Что мы ответим ему? Ешь ананасы, рябчиков, жуй. Вот. Ну, потому что там в этом интервью также человек отметил несколько фактов, что, мол, Украина, оказывается, сама себя убила, чем-то там, не помню, своей, чем-то там, сама себя разрушила. А мне казалось, что россияне. Ну, мне так казалось, может, я ошибаюсь. Вот. Ну, что справедливо, знаете, что я вчера с удивлением обнаружил? Вот этот господин А, он, например, утверждает, что против него ведется там пропаганда украинская. И боты задействованы и так далее. И похоже, вот он правду говорит. Я сейчас не шучу. Я почитал комментарии под его интервью этой Гордеевой. Там явно боты какие-то работают, потому что все одинаковые комментарии, противно читать. Перестаньте. Вот прям мой совет. Если сейчас какие-то боты украинские зачем-то работают против господина А. Но он же говорит, я специально, где бы я ни выступал, я все равно вызываю интерес, потому что вы все на меня реагируете, вы вызываю негатив, и дальше вы только разжигаете и разжигаете сами. Но я подумал, что надо начинать с себя, это я про себя сейчас, и перестать действительно смотреть и все это комментировать. Ну, потому что, ну, куда дальше-то? Что больше-то? И я, кстати, нашел про себя тоже интересный комментарий под видео у Быкова, что, оказывается, Шейтельмана, Гордона и Фейгина спустили с цепи, чтобы мы загрызли, значит, этого человека. Интересно, кто меня спустил с цепи, даже самому стало забавно. Если знаете, напишите. В общем, всех, кто пытается там работать против него и действительно устраивать все эти атаки ботов, я отсылаю к пьесе Григория Горина, советского драматурга, которую он написал в 1972 году. Название этой пьесы и является моим советом всем, кто все еще пытается разжигать ненависть или копаться в месседжах этого выступающего. Если вы знаете случайно название этой пьесы, напишите его в комментариях. Да. Ну а Путин в это время наградил званием Героя Труда Геннадия Зюганова, которому сегодня исполняется 80 лет. В указе говорится, что отмечающего сегодня 80-летие коммуниста большие заслуги в развитии российской государственности. Ну, вот действительно, мне кажется, большие заслуги, коммунист же. Я слушал, когда это интервью с Быковым, там тоже рассказывал этот товарищ, что, мол, зря развалили Советский Союз. Если бы тогда не развалили бы Советский Союз, а разрешили бы всем выехать, посмотреть, как ужасно живут люди на Западе, все бы вернулись в Советский Союз, сказали бы, нет, давайте мы лучше останемся в Советском Союзе, потому что здесь хорошо.
Вот я человек, который ровно это сделал. В 1991 году я выехал на Запад, и имел возможность сравнить Советский Союз с Западом. И я не вернулся. Я не вернулся. Да. Это я все про коммунистов и про Зюганова. Вообще, награждение Зюганова званием Героя Труда напомнило мне одну песню, которая, мне кажется, относится, стихотворение, песня, которая, мне кажется, относится и к Зюганову, и к предыдущему оратору. Я вам коротенько зачитаю ее текст. А дальше выводы сделайте сами. Зеленая лампа и грязный стол, и правила над столом. Сторож Сергеев глядит в стакан и думает о былом. Но вот приходят к нему друзья, прервав его мысли и ход, и быстро вливают портвейн на литр сторожу прямо в рот. Друзья пришли к нему неспроста, пройдя не одну версту. Они желают видеть его на боевом посту. И сторож Сергеев, презрев свой долг, ловит беседы нить и ставит стулья друзьям своим, поскольку им негде пить. Зеленая лампа горит чуть-чуть, сменщик уж час как здесь, а сторож Сергеев едва встает, синий с похмелья весь. И он, трясясь, выходит за дверь, не зная еще куда. Желает пива и лечь поспать. Скромный герой труда. Вот так про Героя Труда я спел вам эту, считайте, песенку. Это была чистая метафора. Чистая метафора, больше ничего. Ну а теперь от метафор к конкретике нашей простой жизни. Вчера я успел только коротко вам донести, а сегодня подробности. Как вы знаете, Международный уголовный суд, МУСИК наш, выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Забавно следующее, во-первых, что когда выдали ордер на арест Шойгу, то, получается, выдали ордер не на арест министра обороны бывшего. Нет. Выдали ордер на арест секретаря Совета Безопасности. Так что теперь в Российской Федерации, в общем, постепенно российская верхушка обрастает арестантами, беглыми каторжниками. И постепенно она вся из нее уже состоит. Да, уже у них секретарь Совбеза тоже в розыске. Начальник Генштаба тоже в розыске. Это крайне приятно. И как считают обозреватели, вот эти ордера на арест Шойгу и Герасимова повышают шанс на то, что будет выдан и новый ордер на арест Путина. То есть сегодня на арест Путина ордер только за ворованных детей, только за киднеппинг. Но против него могут выдать ведь ордер и за военные преступления. Этого пока до сих пор не сделано. Итак, издание агентства считает, что аналогичное обвинение МУС может выдвинуть и Владимиру Путину за приказ об обстрелах гражданских объектов в Украине, в частности электростанций, по меньшей мере с 10 октября 2022 по март 2023. Я помню, что Путин сам всерьез, помните, с шампанским радостно говорил, что да, обстреливаем, будем обстреливать энергетику, потому что нам надо обязательно и так далее, и так далее. Предъявленные обвинения Шойгу и Герасимову схожи с теми, на основании которых МУС выдал ордера на арест командующего Черноморским флотом Виктора Соколова и командующего дальней авиации Российской Федерации Сергея Кобылаша. Дальше. Первые ордера на арест представителей российского руководства, первые были Путину и Марии Львовой-Беловой, это мы все с вами, конечно, знаем. Путин, как верховный главнокомандующий, тоже может быть обвинен в том, в чем суд обвинил Шойгу и Герасимова. Соединенные Штаты отреагировали на этот ордер. Госдеп США приветствовал решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в отношении Шойгу и Герасимова. Об этом заявил Мэтью Миллер, представитель Госдепа США. Миллер ответил, что, осуществив вторжение в Украину, российские оккупационные войска совершили зверство, за которое должна быть ответственность. А вот дальше началась интересная такая, хоть и небольшая, но интрижка. А именно, вдруг созвонились вчера Ллойд Остин, глава Пентагона, то есть министр обороны США, с министром обороны России, нынешним уже не бывшим, Андреем Белоусовым. И мне стало прям любопытно. Да? А о чем они созванивались? Зачем Ллойд Остин звонил Белоусову? Есть официальная, конечно, версия. Андрей Белоусов, это россияне сообщают, в разговоре с министром обороны США указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Это сообщение Минобороны России. Но сдается мне, что история была другой. Позвонил Ллойд Остин и сказал: товарищ Белоусов, вот вас только что назначили министром обороны Российской Федерации. В прошлый раз я, Ллойд Остин, министр обороны США, звонил министру обороны России в марте 2023 года. После моего звонка, через год и 3 месяца, Шойгу оказался в розыске.
Вот я вам сегодня звоню, сейчас у нас июнь 24-го. Либо вы валите отсюда, из Украины, с поста, откуда угодно, либо через год и 3 месяца, то есть в сентябре 25 года, ордер на арест из Гааги придет на вас, товарищ Белоусов. Вы же поймите, вы сейчас занимаетесь ровно тем же, чем занимался товарищ Шойгу. Поэтому судьба ваша будет ровно такой же, предупредил Ллойд Остин Белоусова. Нет, не из любви к Белоусову, а чтобы вот так продолжать разрушать российскую верхушку, вносить в нее смуту. Я думаю, что эти ордера вносят смуту. Что понимают, вот меня спрашивали вчера многие, ну а что теперь будет, как теперь будет, а как после войны будет? Голова Шойгу теперь дорогого стоит, он же wanted, правильно? Life or dead, как говорится. И голова Путина. Ну Путина трудно сдать в Гаагу, просто трудно, его проще и в колодец. А Шойгу-то можно будет сдать легко. Я думаю, что за Шойгу много кому чего скостят. Поэтому найдутся желающие выдать Шойгу, найдутся желающие выдать Герасимова. Чем больше вообще мы объявим розыск, ну не мы, а Международный уголовный суд, тем больше как бы шансов. Вот помните, Фридман был такой, Михаил Фридман, и он говорил, или он, или его помощник какие-то, ну надо же какой-то сценарий выхода из-под санкций. Так вот сценарий. Сдавайте Шойгу, мы, глядишь, снимем частично санкции с того, кто его сдал. Сдавайте Герасимова, тоже что-нибудь, какие-нибудь скидочка вам выйдет потом по результату. Россияне это поняли, похоже. В России это поняли, что все это дело не закончится ордерами на арест Шойгу и Герасимова, и начали готовиться к новым ордерам на арест. В Государственной Думе сегодня внесли законопроект, вчера внесли, да, который предполагает, что сенаторы и депутаты будут обязаны согласовывать любые зарубежные поездки, в том числе частные зарубежные поездки. Почему? Потому что, видите ли, про Шойгу и Герасимова было объявлено публично, что вот они в розыске, а про остальных ничего не известно. Может, еще кто-то в розыске. А может быть, что кто-то будет арестован. Поедет, тут его объявляют в розыск, и тут же арестовывают. Поэтому теперь сенаторам и депутатам придется сначала спрашивать разрешения. Да? Причем, значит, все это касается именно стран, которые являются членами Международного уголовного суда. Вот в документе прямо написано в этом законопроекте. Необходимо учитывать, что против ряда депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации в государствах, которые попадают под юрисдикцию МУС или сотрудничают с ним, возбуждены уголовные дела. Сенаторы и депутаты, как лица, занимающие высшие государственные должности РФ и имеющие допуск к секретным сведениям, могут стать объектом уголовного преследования иностранных спецслужб и международных организаций недружественных стран. Не просто могут, а станут. Конечно, обязательно. Продолжаются крымские сезоны. Как я говорил, в ближайшие несколько месяцев будут посвящены операции по выдавливанию России из Крыма. И вот Пентагон заявил, что важно оглянуться назад именно к незаконному вторжению России в Украину. Важно оглянуться назад и посмотреть на то, как мы дошли до того, что мы имеем сегодня. И если они, Российская Федерация, обеспокоены жертвами среди своих войск, то пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украине, а не вводят туда свои войска без надобности. Это заявил у нас представитель Пентагона Пэт Райдер по поводу ударов украинских сил по Крыму, которые наносятся ракетами американскими атакамс. Так что можем наносить. Никто с нас не спросит, никто не осудит. Тем более, что Европейский суд по правам человека, вынес решение по иску Украины к России о нарушении прав человека в Крыму, о том, что россияне, оккупировав Крым, нарушают там права местных жителей. И вынесено единогласное решение по всем пунктам. Запрет бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, то, что россияне отняли у наших жителей Крыма право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливый суд, право на уважение частной и семейной жизни, на свободу религии, свободу выражения мнений, свободу собраний, и ограничили использование гражданских прав россияне по отношению к украинцам. Вот такое решение вынесено. Пока вроде бы смысла в этом нет прямого. Но вот там в частности говорится, например, то, что россияне запретили изучать украинский язык, то есть государственный язык, который является, естественно, официальным на территории Крыма, детям. И вот уже 10 лет там дети не учат украинский язык. И это зафиксировано сегодня в решении Европейского суда по правам человека. Это значит, что когда речь пойдет о денежных компенсациях, то представьте себе, дети, которые остались без языка, потому что 10 лет они не учили свой родной язык, им это запрещали. Это
Какой ущерб нанесен сотням тысяч детей, сотням тысяч. Они потом будут жить в Украине, и им придется заново, уже во взрослом возрасте, выучивать государственный язык, потому что россияне их лишали этой возможности. Я думаю, что этим людям будет положена, безусловно, от России пожизненная компенсация, потому что это пожизненный ущерб для образовательного процесса, для культурного. В общем, я думаю, что это решение, оно еще много раз откликнется россиянам. Это решение Европейского суда по правам человека. Зато в Крыму все хорошо у россиян, все вообще хорошо. Ну, например, вот есть там такой Аксенов, гауляйтер Крыма, назначенный россиянами, глава оккупационной администрации Крыма. Что он сказал по поводу того, что, дескать, сейчас вот турпутевки реже продаются, хуже продаются в Крым? Он говорит следующее. Предлагаю, говорит, ввести на государственном уровне, на государственном, в смысле российском, специальное страхование жизни и здоровья отдыхающих. С выплатами туристам, которые получат травмы в результате боевых действий. И родственникам отдыхающих, которые погибнут в Крыму. То есть, говорит, вы турпутевки покупаете, но государство вас застрахует, и вы приезжаете в санаторий Крыма. Если вы там погибаете под ракетами, то ваши родственники вместо вас получат компенсацию. Ну, вас обратно они уже не получат, если или по кусочкам получат, зато получат компенсацию. Это прям гениальное решение, мне кажется. Это прям идеальный отдых на курорте. То есть человек едет на курорт, зная, что вернется не обязательно он, а возможно вернется вместо него уже компенсация. Мы должны признать, продолжает Аксенов, что защитить Крым от ударов вряд ли получится. Ракеты часто летят с моря, поэтому обломки, скорее всего, время от времени будут падать на пляже. Время от времени будут падать на пляже. Время от времени. Исходя из этого, страхование жизни и здоровья туристов от военных рисков видится приоритетным вариантом. Это они маньяки там все в России, что им прям хочется отдыхать вот под ракетами. Прям это идеальный отдых. Может им как-то устроить там у себя в Сибири все это дело? Ну, построить какой-то заповедник, туда сами стреляйте, привозите туда всех отдыхающих. Сколько там, 1 миллион человек у вас в год ездит в Крым или что? Потому что вариантов в жизни, по-моему, у россиян осталось всего 2. Либо ты вербуешься в армию, тогда гибнешь под Харьковом и получают вместо тебя 7 миллионов рублей, либо ты едешь отдыхать в Крым, гибнешь на пляже, и вместо тебя получают 1 миллион. 7 отдыхающих, 1 солдат. Правильно? Коэффициент примерно такой. Вот московская, кстати, межбанковская валютная биржа, которой запретили торговать долларами и евро, может теперь эти производные бумаги на страховке отдыхающих продавать. За шкурку отдыхающего в Крыму сколько там дают сейчас на московской бирже. Ну а что, надо страховать. Страховки вообще торгуются на бирже, я считаю, точно. Все, хорошо. А сегодня в Крыму прямо сейчас, опять-таки, когда я записываю это видео, 26 июня, пока вы ставите лайк, кстати, этому видео, пока вы, кстати, подписываетесь на канал Штильман, я так не буду распространяться. Вот в это время, прямо сейчас, происходит пожар на мысе Чауда, откуда россияне обстреливают нас беспилотниками «Шахед». На спутниковом снимке, сделанном утром, хорошо видно пожар на мысе Чауда в аннексированном Крыму. Здесь расположен военный полигон армии России, с которого, по словам представителей ВСУ, российские военные запускают по целям в Украине баражирующие боеприпасы «Шахед». Что туда попало, мы не знаем, но что-то, видимо, попало, и, видимо, наше. Вряд ли они сами там все себя подожгли. 1220 россиян выбыло из строя за последние сутки. На фронте 4 танка, 19 БТРов, 40 артиллерийских орудий. Кстати, послушал одного российского военнослужащего, или он военкор, как-то у них называется, не знаю, который на оккупированных территориях. И он сказал, что кроме того, что с украинской стороны за последние недели прибыло очень много новых орудий артиллерийских, и появилось у нас очень много снарядов. Это, видимо, вот чешская инициатива подъехала, потому что чехи сообщили, что все уже на фронте физически, снаряды, приехавшие по чешской инициативе. А во-вторых, говорит, Украина резко усилила контрбатарейную борьбу. Это признают россияне. Поэтому вот эта цифра 40 артиллерийских орудий, а у нас каждый день их там по 50. Это не случайная цифра, это уже подтверждено самими россиянами. Еще из того, что там на войне происходит, губернатор чего-то там российского, сейчас скажу чего, как у них называют. Короче, Вяземский район, Вязьма. Где у них это Вязьма? Вязьма, Клязьма, у них все одинаково называется, не знаю точно. Короче, по Вязьме мы ударили беспилотниками. Дроны самолетного типа были подавлены системой ПВО, сообщают нам из Вязьмы. Ну, раз сообщают сегодня россияне из Вязьмы, что дроны самолетного типа подавлены, значит, завтра мы увидим на спутниковых снимках
куда именно мы их подавили и что мы там раздавили своими дронами под этой Вязьмой. Не знаю, где Вязьма, просто песни, я помню, все были про Вязьму, да, какие-то во время Второй мировой войны. В общем, мы постепенно продвигаемся к тем местам, где шла Вторая мировая война, вот это вся в России, да. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? А пока сегодня появились спутниковые снимки, где видны удары по Воронежской области, которые вчера, я вам все рассказывал про эти удары. И вот пришли новые подробности. 2 очага возгорания на этих воронежских складах, которые дальше детонируют. И из этих спутниковых снимков стало ясно, что мы попали по этим самым складам то ли 2 ракетами, то ли 2 беспилотниками, и поэтому эти склады в Воронеже, собственно, и сдетонировали. Вчера я говорил, что загадка, непонятно как. Теперь со спутниковых снимков нам сверху видно все, ты так и знай. А вчера все-таки произошло то, что я анонсировал ровно в 16:30. Действительно, начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Официально в Брюсселе в присутствии Урсулы фон дер Ляйен все это произошло в торжественной обстановке. Процесс пошел. 25 июня вошло в историю как день начала этих переговоров. Нам тут же было указано, так как дело было в Брюсселе, то нам местная министр иностранных дел госпожа Лябиб рассказала, что главное, что для нас главное. Мы-то помним, что для нас главное 2 вещи. Да, чистое небо над нами и нравственный закон внутри нас. Но это не для вступления в ЕС, это вообще по жизни. Для вступления в ЕС Евросоюз ожидает, что Украина продолжит демонстрировать надежность обещаний политической воли, внедрять необходимые реформы, что там еще, активное участие гражданского общества в процессе реформ, остается важным для достижения успешного их внедрения в долгосрочной перспективе, сказала Лябиб. Вот, я думаю, мы активно поучаствовали, как гражданское общество, в процессе реформ. Я думаю, одна даже история по тому, что вчера сделали с господином Тищенко, а его таки вчера, первое, арестовали, второе, в результате суда отправили на 60 суток под домашний арест, третье, он успел разбить об каменный стол 2 телефона своих, вот, но наши правоохранители сказали, что все равно данные из этих телефонов достанут. И все это произошло благодаря давлению не канала Штельман, я в это вообще, как вы знаете, не вмешивался, а под давлением гражданского общества. Вот это надо госпоже Лябиб рассказать. Как можно под давлением гражданского общества одиозного депутата отправить под арест? У них в Европе такое вообще бывает? Или у них только через... А у нас вот, пожалуйста. Поэтому госпожа Лябиб может за нас в этом смысле, мне кажется, не беспокоиться. Особое внимание, говорит госпожа Лябиб, следует уделить судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также защите и недискриминационному отношению к лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам. Мы, честно, только за. Вот прям стопудово. Приезжайте, проводите, наводите. Мы за. Прогресс по фундаментальному кластеру будет определять общие темпы переговоров. Чтобы обеспечить необратимость прогресса во всех этих сферах и полноту, эффективность реформ, Еврокомиссия продолжит тщательно отслеживать прогресс и регулярно отчитываться Европейскому Совету. Короче, чем быстрее мы все вот это сделаем, что от нас хотят, тем быстрее нас возьмут в Евросоюз. Предупреждал всех и сейчас предупреждаю. 10 нам светит минимум. Я имею в виду, что 2034 год, давайте так на него примерно ориентироваться, как год вступления в ЕС. Вот сядем такие с вами, представляете, да? А теперь выпуск Штельман за сегодня от 25 июня 2034 года. Сегодня Украина вступила в Евросоюз. Только что у нас поднят европейский флаг. Классно же будет? Классно, я считаю. Как раз у нас будет ровно 1 миллион подписчиков к этому моменту. Потому что раньше я уже что-то не верю. Завтра, по-моему, едет Зеленский в Брюссель. Но завтра он едет в Брюссель для того, чтобы, это если верить польской прессе, завтра он едет в Брюссель для того, чтобы подписать договор о безопасности Украины с Евросоюзом, который я вам уже анонсировал. И опять-таки та же самая госпожа Лябиб на пресс-конференции, вот там в Брюсселе сказала, что текст соглашения о безопасности между Украиной и Евросоюзом полностью согласован. Вот. Также хочу отметить, что сегодня утром Совет ЕС утвердил проект совместных обязательств по безопасности между Евросоюзом и Украиной. Очень интересно будет их почитать. Я это обязательно сделаю, вам расскажу. Но это будет послезавтра, наверное, да, в пятничном выпуске. Потому что завтра подпишем, опубликуем. В пятницу, я надеюсь, вам обо всем отчитаться. Вообще в пятницу будет много интересных рассказов, не пропустите. Потому что и ночные, как они называются, ночные дебаты же 27
27 июня, ровно в 4 часа. Действительно, ровно в 4 часа ночи будут дебаты между Байденом и Трампом, плюс подписание договора 27 июня. Так что будет много интересного 28-го о чем рассказать. А еще один символичное совпадение, что вчера Зеленский подписал указ о создании войск беспилотных систем в структуре вооруженных сил Украины как отдельного рода войск. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 июня о создании сил беспилотных систем в структуре вооруженных сил Украины. Контроль за выполнением, бла-бла-бла-бла. Настоящий указ вводится в действие со дня его опубликования. Президент Украины Владимир Зеленский. 25 июня 2024 года. Символично, что указ о создании войск беспилотных систем совпал по дате с началом переговоров наших о вступлении в Европейский Союз. Потому что на самом деле то, что мы вообще можем вступать в какой-то Евросоюз, обеспечивается только тем, что у нас есть беспилотники. Не было бы у нас байрактаров, мы бы уже не вступали в Евросоюз сейчас. А картофан бы собирали под Москвой, как вы догадываетесь, правильно? Под присмотром русских палачей. Но байрактары отстояли Киев, Харьков. А потом FPV-дроны и другие дроны сейчас отстаивают свободу и независимость Украины. Без дронов, вот сколько символизма у этих дронов, что-то все больше и больше. Помните, эта фотография с саммита мира, которая снята с дрона, и поэтому, снята с дрона, сразу все выглядит как достаточно безопасное. Нет, не думайте, сейчас не будет сбора на дроны. Я просто в целом задумался о судьбе. Как дроны и свобода. Дрон как символ свободы, да? Дрон как символ независимости, дрон как символ членства в Евросоюзе. Но Россия не дремлет, по-прежнему не отказывается задремать, отказывается хоть немножко прикорнуть. И вот, кстати, тоже, я сегодня еще все-таки позволю себе немножко на полшишечки вернуться к тезисам, которые я сегодня услышал в интервью, ночном интервью Быкова с господином А. Господин А все-таки... Вот следующее у него, сообщение. Первое, у него спрашивает Быков. Так а что, говорит, Путин разве отступится? Нет, не отступится. Сначала господин А призывает заключить прямо сейчас мир с Путиным по той линии разделения, то есть отдать ему все эти территории, к черту это вообще все не важно, и подписаться на мир. Он же, помните, говорил, самый лучший мир был в Стамбуле и так далее, где нас заставляли отказаться от идеи НАТО и сократить нашу армию до 80 тысяч человек и так далее. Дальше Быков говорит, так а что, Путин после этого передумает воевать? Нет, говорит, не передумает. К 27 году он начнет второй раунд. Быков такой, к 27 году второй раунд. Да, второй раунд, 27 года снова нападет на Украину. На что Быков говорит, так и что делать? Так а надо до 27 года как раз всем вооружиться, в Украине построить военную промышленность, заключить договоры о безопасности США, пригнать сюда войска иностранные. Я такой, подождите, в Стамбульском договоре, который продвигает этот товарищ, там, собственно, сказано, что Украина не имеет права вводить иностранные войска, не имеет права проводить военных учений, должна сократить армию до 80 тысяч, не имеет права вступать ни в какое НАТО. И одновременно, тут же говорится, что через 2 года Путин снова нападет, и надо за это время все вот это сделать. Я вот реально смотрел, и как вот из этого сложить слово «счастье», из этих 4 кубиков, я так и не понял. В общем, Россия не дремлет, Россия наносит по Евросоюзу ответный удар. Европа, как вы знаете, ввела санкции жесточайшие против России на прошлой неделе, 14-й пакет санкций, а россияне за это запретили россиянам читать крупнейшие европейские издания. В том числе запрещены Der Spiegel, запрещены Le Monde, La Repubblica, Helsingin, Санумат, Эль Мундо. Это все запрещено. Доступ из России к этим изданиям будет с сегодняшнего дня ограничен. Так что не рассчитывают, пускай россияне, на то, что им удастся насладиться текстами из Эль Мундо или Хельсинген Санумат. Это жестко, конечно, но справедливо. Вот, кстати, только вчера я сказал вам по поводу того, что раз ввели санкции против матери Кадырова за то, что она оказывает поддержку российским военнослужащим. И вот семьям российских военнослужащих. И вот вчера
читаю у Ксении Собчак в Телеграме. Можно как угодно относиться к СВО, это они так войну называют, но эта инициатива, вообще знаете, когда «но», это вот как, я, конечно, не антисемит, но я антисемит. Можно как угодно относиться к СВО, но вот это «но» означает, что я хорошо очень отношусь к СВО и всячески оказываю ему поддержку. Так вот, можно как угодно относиться к СВО, но вот эта инициатива, безусловно, очень важная и полезная. О какой инициативе говорит Собчак? Об инициативе следующее, что в России на деньги федерального бюджета будет запущена программа переподготовки школьных психологов для работы с детьми участников СВО. То есть в России теперь будут учить психологов, которые будут помогать детям тех, кто воюет в Украине. А это же помощь семьям, правильно? То есть этих психологов можно сразу всех под санкции, прямо по списку. Ну, по аналогии, извините, по прецеденту с матерью Кадырова. Ведь эти психологи, которые будут помогать детям, это детям участников СВО, так называемого, это значит, они помогают семьям российских военнослужащих. А ровно за это ввели санкции против матери Кадырова. Значит, записался на курс этих психологов, сразу получи санкции. Не, ну прецедент, мне лично так кажется. Ну, осталось еще несколько коротеньких новостюшечек на сегодня. Сегодня выпуск будет, можно сказать, укороченным в связи с неожиданным наступлением футбольного матча, потому что вы должны все успеть посмотреть. США могут разрешить отправлять своих военных подрядчиков в Украину. Администрация Джо Байдена приближается к снятию запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине. Круто, да? Сначала разрешили нам бить по территории России, а теперь уже сюда приедут военные подрядчики и будут нам ремонтировать нашу военную технику прямо на месте, чтобы далеко не возить, чтобы не приходилось в Польшу ее отправлять. Может, они начнут строить нам, кстати, укрепления. Но это же американские военные подрядчики, о чем мы их сами строим? Пусть нам американцы и строят. Они же деньги выделили, пусть они сами нанимают компании и строят нам укрепления вдоль границы. Отлично, я считаю, было бы решение Байдена. Очень современное. Кстати, не только это. Раз можно американских военных подрядчиков, то это могут быть и те, кто ремонтирует F-16 и обслуживает F-16. Это же тоже американские могут быть военные подрядчики, да? Приезжает частная компания, наш летчик на F-16 сел, пришла частная американская компания, обслужила самолет, летчик взлетел, полетел дальше. Вау, красота! Я думаю, что ради этого вот это постановление Байдена и готовится прямо сейчас. Так что будет нам очень круто с этим. А в России отменяют авиасалон МАКС. Отменяют уже, какой год получается? 22-й, 23-й? Третий год подряд. У них есть там в Жуковском под Москвой авиасалон, где представляют новинки всякой самолетной техники каждый год. Ну как каждый, кроме 22-го, 23-го, 24-го, ну, видимо, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го. Почему отменяют авиасалон под Москвой? Даже вообще ума не приложу. Наши патриоты ведь вроде бы не добивают до Подмосковья, хотя это было бы красиво сбить все образцы прямо на авиасалоне. Вообще, может, им просто нанять американских подрядчиков тоже, уже пора пригнать их на авиасалон туда, в МАКС, пусть построят им новые какие-нибудь ангары, красивые самолеты и так далее. Прям непонятно, что с них такое произошло с этим авиасалоном. Зато достижение новое представил «Газпром». Алексей Миллер съездил в Иран и во время визита в Иран подписал договор о поставках газа в Иран. Он подписал этот договор с национальной иранской газовой компанией. То есть Россия будет поставлять газ в Иран. Я уверен, что после этого Алексей Миллер поедет с официальным визитом в Тулу и попытается наладить поставку в Тулу самоваров. Ну, раз уж так пошло. А последняя новость будет не такая веселая. Последняя новость будет про нас, про Украину. Чтобы нам жизнь медом не казалась, чтобы не казалось, что у нас там на севере от нас какие-то дегенераты, а мы тут все умные самые и в шоколаде катаемся. Нет, к сожалению, это не так. Сегодня опубликованы только что результаты опроса общественного мнения среди украинцев. И вот 33% опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, а 47% считают, что в неправильном. И это впервые за долгое время, когда большинство украинцев, среди опрошенных, считают, что все-таки события у нас идут в неправильном направлении, что что-то неладно у нас тут совсем стало. 47 против 33. Напомню, что на пике, так сказать, в феврале-марте 23 года, когда мы ждали контрнаступления успешного, 61% считал, что у нас все идет хорошо. В 22 году, после начала войны, 51% считал, что у нас все идет в правильную сторону.
При этом, правда, есть нюанс. До начала войны, в декабре 2021 года, только 20% считало, что все идет в правильном направлении. А сейчас 33%. То есть в этой бочке дегтя есть большая ложка, на самом деле жирная ложка меда. Все равно по-прежнему наши украинские настроения лучше, чем они были до войны. Хотя мы уже гораздо меньшим оптимизмом смотрим в будущее.